Привет, земляне! С вами Алексио. И вот мы добрались уже до середины нашей оперы. На мой взгляд, слишком мало информации было сказано про генерала защитников Земли. Поэтому сегодня речь пойдет в основном о нем и о композиции Vindicator. Мы уже познакомились с лидерами двух внеземных рас – Зардом и Оксенсом, а также с Мией, ученой-уфологом, которой удалось подружиться с Оксенсом. В нашей опере немаловажную роль играет предводитель защитников Земли – генерал Дорнан. Этот персонаж фигурирует аж в 4 песнях, и озвучивать его будет гостевой музыкант. В начале оперы Дорнан показывает себя как ответственный лидер и полководец, готовый дать даже неравный бой инопланетным захватчикам. Он человек военный, и его задача во что бы то ни стало защищать гражданское население, следуя военной доктрине. Но с течением оперы становится понятно, что шансов на сопротивление все меньше, уничтожается город за городом, погибают миллионы военных и гражданских, а пришельцев особо меньше не становится. Впрочем, как и сказал Зард в первой песне, «Вам все равно не победить, сдавайтесь или сдавайтесь». Сидя в секретном штабе и руководя армией, Дорнан ежедневно наблюдает смерти людей в огромных количествах. Среди них много его товарищей по службе, друзей и родственников. И с каждым разом он становится все ближе к ярости, безумию и желанию мстить. В песне Vindicator он окончательно теряет над собой контроль и превращается из военного стратега в безумного мстителя. Генерал теряет надежду на спасение планеты, и теперь им движет только жажда мести. Он готов уничтожать любого пришельца без разбора, даже если он не нападает первый и вообще безоружный колонист, и не выполняет военные функции, что на самом деле противоречит его военным правилам. Ведь мы помним, что анунаки не нападают первыми на людей, если только не находятся под действием абсолютного контроля. Очередным планом Дорнана становится поиск локации, где находится корабль-колонизатор арктурианцев. Это, знаете, такая огромная межпланетная баржа, которая наполнена мирными жителями, в данном случае арктурианцами. Обычно эта баржа летает в один конец, затем на месте постепенно разбирается на части, превращаясь в город колонистов. На ней имеются все необходимые технологии для колонизации новых миров. Кто помнит фильмы «Пассажиры», «Пандорум» или 3-4 сезон сериала «Экспансия», прекрасно понимают, о чем идет речь. В общем, генерал принимает решение бросить все возможные силы для удара по базе колонистов-арктурианцев. Пусть даже это не уничтожит их военные силы, и пусть это выглядит как удар по слабым и беззащитным существам, которые недавно проснулись из гиперсна, но это доставит много неприятностей врагам человечества. Все эти размышления Дорнана и принятие данного решения происходят под медленную атмосферную песню, которая постепенно наращивает динамику с каждым припевом. Ближе к гитарному соло это уже бодрая и динамичная тема с кочевыми партиями на барабанах. А заканчивается композиция так же, как начиналась. Медленно, размеренно. В общем, показывает все настроение и злость генерала, которые происходят внутри него. В итоге Дорнан превращается из стратега и полководца в мстителя и убийцу, готовый устроить большой бум, и плевать он уже хочет на последствия, которые наступят для любой из сторон. Так вот меняется один из героев нашей оперы. На этом я, пожалуй, закончу этот эпизод. Еще увидимся.